Все продукты для супа я беру из расчета на 3-литровую кастрюлю. Для супа я буду использовать 250 граммов филе куриного бедра. Если вы не употребляете мясо, этот вкусный суп можно сварить без мяса. Курочку я нарезаю такими мелкими кусочками. Вот так. Филе кладу в кастрюлю. Также заливаю в кастрюлю 1,5 литра воды и ставлю закипать. Когда суп начинает закипать, появляется пена. Пену мы, конечно же, снимаем. Затем я добавляю в суп 2 горошины черного перца. Огонь уменьшаю до небольшого и оставляю суп вариться. Пока мясо варится, я беру одну морковь размером больше среднего и натираю на крупной терке. Также я потру 1 крупный корень петрушки. Корень петрушки даст просто потрясающий вкус и аромат в будущем супе. К этому моменту мясо у меня варится уже 10 минут. Измельченные коренья высыпаю в кастрюлю. Если же вы варите суп без мяса, то это будет ваш первый этап приготовления. И продолжаем варить суп на небольшом огне. Затем я беру 2 картофелины среднего размера. Картошку для этого супа нарезаем мелкими кубиками. И также высыпаем в суп. А дальше я беру 2 молодых бурячка. Причем особенность этого супа, что я буду его использовать вместе с ботвой. Буряк очищаю от кожицы и нарезаю мелким-мелким кубиком. Это важный момент, такая здесь технология. Мелко измельченный овощ отправляю в кастрюлю к предыдущим ингредиентам и даю им повариться вместе еще 5 минут. Пока суп варится, я займусь ботвой. Просто порежу ее мелко. И высыплю в ароматный кипящий суп. А теперь, пожалуй, самое интересное. Быстрая и вкусная заправка в суп. Для нее я беру 6 ложек сметаны. Добавляю столовую ложку лимонного сока. 4 столовых ложки муки. И пару столовых ложек холодной воды. Хорошо перемешиваем эту массу до однородного состояния. Чтобы точно не было комочков, можно использовать венчик. Затем я беру 1 черпак бульона из супа. Выливаю в заправку и сразу же хорошо размешиваю. Затем добавляю еще 1 такой же черпак бульона. И опять быстренько перемешиваю. Подготовленную заправку выливаем в суп и сразу же размешиваем.
Причем помешиваем до закипания. Также на этом этапе мы посолим суп по вкусу. Я добавляю на свой вкус примерно чайную ложку соли. Этот суп должен быть с кислинкой, так что попробуйте. Может быть, вам нужно добавить еще немножко лимонного сока. И, конечно же, в суп я буду добавлять зелень. Порежу мелко такой небольшой пучок укропа. Когда суп закипел, высыпаю сюда нарезанный укроп. Перемешиваю. И суп готов. Для кого-то суп-ботвинка непривычная новинка, а для кого-то привычное национальное блюдо. Но главное, этот суп очень вкусный, полезный и быстрый. И я рекомендую вам обязательно его попробовать. Он очень стоит того. Готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал. Традиционно этот суп подают с отварными яйцами, куриными или перепелиными, разрезанными на дольки или пополам. А также снова добавляют сметану. Нажимайте колокольчик под видео, чтобы видеть и другие простые и вкусные рецепты. Ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях. А главное, я вам желаю здоровья, мира и безопасности. Я жду с вами встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.